Всем здравствуйте! Вашему вниманию обзор многофункционального тестера Dahua модель DH-PF-M907. Выглядит упаковка следующим образом. Сейчас мы ее откроем, посмотрим, что внутри, и расскажем, для чего нужен такой большой тестер. Сразу же мы видим инструкцию. Инструкция только на английском языке, такая довольно-таки объемная, с картинками для нас. Поэтому, я думаю, при наличии языка можно разобраться. Дальше в коробке лежит чехол. В коробке лежит такая красивая сумочка, брендированная Dahua, ремень для сумки и силикагель. Нас интересует, что находится в этом желто-черном чемоданчике. Здесь мы видим, очевидно, сам тестер, который занимает половину этого чемодана. Выглядит тестер примерно вот так. Как видите, такое серьезное устройство, прорезиненное, с кучей разъемов, с кучей кнопочек. О них попозже поговорим. Что еще здесь находится? Два аккумулятора, которые идут к этому устройству. Такой вот переходничок, скорее всего, для RS485. Так оно и есть. Дальше здесь есть блок питания 220 вольт. Входное напряжение 100-240 вольт, выход 12 вольт, 2 ампера. И для этого блока питания подошли серьезно. Мы видим разъемы для разных типов розеток. Нас, конечно же, интересует европейский тип, который прищелкивается следующим образом. Это у нас кабель для аудиоразъема с крокодильчиками на конце, плюс и минус. Аналогичный кабель с крокодилами для интерфейса RS485. В этом пакетике мы видим кабель с двумя BNC разъемами, очевидно для проверки аналоговых видеокамер. И кабель питания 12 вольт, скорее всего, для аналоговых и гибридных видеокамер. Так, это что такое? Это ремешок для нашего телевизора. Вот его крепление. Также здесь есть щупы. Очевидно, что в тестере есть, собственно, сам авометр для замеров напряжения, тока, диодов, конденсаторов и прочего. Кабель USB, микро USB. Очевидно, можно заряжать телефон этого устройства. Обычный патчкорд RG45 обжатый. И такая вот интересная штучка. Мы сейчас даже их попытаемся открыть. Что-то такое интересное металлическое. Это обычные переходники для оптических патчкордов. На этом все. Как видим, комплектация такая богатая. Сейчас разберемся вообще, что находится в самом этом тестере. Рассмотрим внешний вид нашего тестера. На задней крышке мы видим отсеки для блока питания. Блока питания, точнее аккумулятора, здесь два, которые идут в самом комплекте. Стрелочка, не перепутайте, как их вставлять, чтобы потом не было неожиданностей. Раз крышка, два крышка. Дальше здесь же на задней стенке мы видим такие антенны, устройство Wi-Fi, поэтому можно понадобиться такие вот устройства. Сборка
на вид такая хлипкая. В принципе. Вот видите, что происходит. Кабелечек спокойно отходит с этого крепления. Ну, Китай, сами понимаете. И здесь же ножка для возможной установки нашего устройства на стол. При установке аккумуляторов почему-то тестер наш решил включиться. Поэтому пока мы его выключим, к нему вернемся потом. На передней крышке мы видим монитор. Монитор TFT сенсорный. Есть светодиодное изображение. Power, сеть и два аккумулятора. Заряженные или заряжающиеся. Кнопки мода режим, сет установка, скрининг. Дальше здесь же для возможной настройки видеокамеры есть фокус, зум и ПТЗ. Открыть объектив, диафрагму закрыть. Кнопки навигации, лево, право, вверх, вниз. Хотя мы умеем пользоваться, так как монитор сенсорный. Кнопка включения Power. На верхней крышке, на верхней части мы видим 2 гигабайтных RG-порта. Причем один из них с POE питанием на выход, а другой порт может заряжаться через POE какое-то устройство, заряжать аккумуляторы. Об этом говорит кнопка Charge, надпись. Дальше, здесь мы видим такой вот у нас оптический разъем. То есть наш тестер также работает с оптическими кабелями. И 2 входа BNC. Вход и выход аналогового или гибридного видео. RS485. То ли для управления ПТЗ камерами, то ли для настройки каких-то устройств по протоколу RS485. Разъем USB, разъем USB Slave, питание 12 вольт, выходящее. Для аналоговой камеры мы подключаем как сигнал, так и питание 12 вольт. По бокам такие крепления для нашего ремешка. 4 крепления, которые я показывал раньше. Снизу мы видим кнопку сброса на заводские настройки. Вход аудио. Данный тестер также может работать с аудио, звуком и его проверять. Крокодильчик я вам показывал с аудиоразъемом. Здесь происходит включение нашего блока питания. DC 12 вольт чирочка, как мы видим. И здесь же находится наш предохранитель. 2 ампера, 250 вольт, судя по надписи. Закрываем его. Также внизу у нас есть разъем для наушников. Устройство, здесь стоит такая пищалочка, поэтому можно, чтобы не мешать окружающим, слушать все это через наушники. И разъемы для нашего тестера. Земля, амперметр, вольтметр, омметр. К тому же здесь есть выход на HDMI какой-то монитор. По бокам ничего. По бокам обычный прорезиненный корпус. То есть оно, по идее, немножко защищено от падения. Но этого мы вам не советуем делать. Вот, в принципе, по внешнему виду все. Дальше можем приступить к просмотру возможных режимов работы данного тестера. Как видите, режимов у нас очень много. Пройдемся по каждому по порядку. Первый режим называется Unviv Test. Как видите, с ярлычка. Работа с IP-камерами. Заходим сюда. Не забываем, что экран сенсорный. И что мы видим здесь? Для начала состояние наших 3 подсетей. Порт без POE зелененький. Синий порт с POE. И серый это подключенный Wi-Fi. Это при наличии Wi-Fi, к которому мы присоединились. Дальше здесь у нас указано по сети LAN наш режим работы, в данном случае DHCP сервер, IP-адрес, маска. То же самое, если бы мы подключились к Wi-Fi сети, была бы такая же информация о Wi-Fi подключении. Здесь мы видим последние камеры, которые были подключены к нашему устройству. Что говорят наши кнопки? Наш тестер можем установить как на статический IP-адрес, так и поставить режим DHCP клиента, по которому адресу он будет получать от DHCP сервера, к которому он подключен. То же самое касается сети Wi-Fi.
то ли статика, то ли динамика. Кроме того, мы можем поставить здесь, собственно, сам DHCP сервер, и уже наш тестер будет раздавать IP-адреса динамические каким-то подключенным камерам или другим POE-устройствам. Дальше, тестер as Access Point. Наше устройство при наличии в нем интернет может раздавать сеть, да и не обязательно интернет, обычную сеть по Wi-Fi при создании определенного сида, пароля к нему, скорости и тому подобное. Connect to Wi-Fi. Подключаемся к Wi-Fi, который есть у нас. Видим доступные сети на скорости 2.4G и на 5G. Здесь мы подсоединяемся к определенной сети, включаем, вводим пароль и подключаемся к сеточке. То есть все стандартно. Wi-Fi Bridge with LAN. При наличии сети через Wi-Fi мы можем с помощью моста передать сетку на наш LAN. Limit LAN Speed — это скорость, которую мы можем ограничивать на наших портах 10 мегабитами, 100 мегабитами или 1 гигабитом. Вот, в принципе, что касается настроек этой вкладочки. Дальше попробуем с вами проэкспериментировать на нескольких камерах, как вообще телевизор или тестер будет их видеть. Для выбора возьмем две камеры. Первая камера Hikvision, марка DC2CD2035FWDI. У нас она уже была в обзоре, можете посмотреть, как ее делать, ссылочка в описании. И такая видавшая виды камера Axis. Как видите, она рабочая, несмотря на ее внешний вид. Марка ее P1435. Также ссылка ее в описании. Сразу уточним. Данное устройство работает только с теми камерами, у которых доступен режим OnVIF. Не все камеры, к сожалению, имеют этот режим, или не все дружат с ним, и поэтому мы их можем не увидеть. Начнем с камеры Hikvision. То есть обычным патчкордом мы ее включаем в наш порт с питанием POE синего цвета. Запустили. Что мы видим? Мы уже видим, что данная камера выдает 48 вольт и мощность по данному порту 1,7 Вт. То есть мы уже понимаем, что устройство, наша камера берет на себя какое-то питание и, в принципе, скорее всего, оно рабочее. Дальше, тут же мы видим трафик, который камера уже пытается пакеты отдавать или принимать. И сейчас попытаемся это устройство найти по нашей сети. Нажимаем вкладку Discover Camera. Пока в списке доступных устройств мы ничего не видим. Скорее всего, камера запускается не... вот она появилась. Сразу же камера Hikvision. Раздался ей адрес нашего DHCP сервера 10.1.11.133. И попробуем ввести на ней логин и пароль. К камере мы подключились. И вот мы на этой камере уже видим только скриншот. Обратите внимание, это не видео. То есть камера подключилась к тестеру, сделала скриншот и дальше молчит. После чего мы нажимаем кнопочку Next. И дальше уже на наш тестер передается поток видео. Вот мы видим, камера направлена на нашу сумочку. Фокус, конечно, нужно поднастроить. Эта камера не варифокальная, поэтому она будет показывать так. Вот, что мы видим здесь? Мы видим здесь поток видео, название камеры, разрешение ее, которое выставлено на самой камере, модель мы ее видим, то есть считала стороннюю камеру, а как вы знаете, Dahua с Hikvision дружит так себе, на 100%. Здесь мы всегда можем данное видео записать на память нашего устройства, память около 8-7 гигабайт, поэтому в случае чего всегда можете сделать какой-то скриншот или видеофайл для проверки и дальнейшей настройки. Дальше в настройках нашей камеры мы можем выбрать определенный профиль. То есть основной профиль мейнстрим нашей камере. Можем поставить сюда качество, разрешение. То есть мы частично можем настроить камеру в самом тестере. И
здесь же можем ввести какие-то определенные настройки. То есть на данной камере мы можем выставить IP-адрес, мы можем выставить hostname, шлюз, посмотреть какие-то порты настроить здесь и установить логин и пароли. То есть эту камеру процентов на 80 для первоначальной работы мы можем настроить с помощью этого тестера, что очень классно и очень удобно. Ну и инфо по нашей камере такая довольно-таки подробная, поэтому все видно, все классно. Следующий момент. Значит, Hikvision пошел нормально. Дальше подсоединяем нашу камеру Axis. Камера Axis не везде на системах видеонаблюдения работает без драйверов Axis. Поэтому в ней нужно всегда настраивать логин и пароль для определенного NVIF. Как это делается? Делается это очень просто. Вот вам небольшие картинки, посмотрите. То есть заходите на камеру, заходите в настройки NVIF и устанавливаете логин и пароль. То есть дальше эта камера без наличия драйверов Axis в любом устройстве будет работать чисто по NVIF. Мы подключили нашу камеру, мы уже видим, что на нее также подает 48 вольт, мощность 2,3 ватта. Происходит какой-то обмен по сети между камерой и тестером. Мы заходим в Discover Camera режим, и мы уже видим, что наш Axis получил IP 10.1.1.117. И сейчас также попытаемся на него стукнуться. Логин, пароль, root мы ввели заведомо в NVIF настройках этой камеры. Пытаемся подключаться. Вот мы получили такой скриншотик. Нажимаем Next. И чудо, мы видим данную камеру. Фокус на этой камере настраивается автоматически, так как камера вариофокальная. Ну, понятное дело, она дороже того Hikvision, что мы делали до этого. Вот. Здесь тоже все то же самое. Снапшот, рекорд видео, зум, фуллскрин. Камера settings зайдем для примера. Увидим те же настройки IP-адреса, hostname, шлюз, наша система. Как видите, мы можем перегрузить эту камеру, мы можем сбросить ее на заводские настройки. Hard Restore — это с настройки сброс с сетевыми настройками, и Soft Restore — это сброс всех настроек, кроме сетевых. Наши юзеры, логины, пароли и инфо о камере, тоже таки довольно подробные. И профиль потока нашего видео. Как видим, два профиля, H264 и JPEG. Мы можем его настроить и в случае чего потом передавать в систему видеонаблюдения. Мы можем играться здесь фокусом и, очевидно, зумом. Но зумом не играется, потому что драйвер у нас немножко стал кривовато через NVIF. По настройке IP камер, в принципе, все, что хотели, рассказали. Самое главное, камера должна работать с NVIF, и NVIF при необходимости должен быть включен на камере правильно. После чего мы видим, что все отлично тестируется и показывается. То есть с тестированием IP камер тестер справился на 5 баллов. Следующий наш режим — это режим тестирования аналоговых камер. Второй ярлычок. Заходим в него. Здесь меню гораздо проще. Мы здесь видим типы камер CVI, TVI, HD и автоопределение. Также здесь возможно для камер Dahua PTZ управления. Тут же можно сделать скриншот или записать видео. Какие камеры мы с вами будем здесь испытывать? Возьмем, к примеру, обычную камеру, очень древнюю, десятилетнюю Infinity. Это чистый аналог. И возьмем гибридную камеру Praxis. Название не скажу. PB7115MHD, которая работает в разных режимах. CVBS, TVI, CVI, HD. Вот мы здесь видим на этой бирочке. Так, для начала подключим нашу аналоговую камеру. Как я уже показывал, у нас в сумочке очень много всяких разъемчиков. То есть возьмем такой разъем
для подключения видеокамеры аналоговой ставим в порт Video In. Следующий момент. И питание этой камеры. Здесь на этом у нас есть разъемчик такой. Его мы также подключим силовым кабелем. Обратите внимание, можно включить как в сам тестер, вот разъем 12 вольт out, а также мы можем взять этот же кабель и включить в аккумулятор с данного телевизора. Как вы видите, он может выдавать 12 вольт 1 ампер. Включаем так. И подключаем наше питание. Как видите, наша камера завелась. Ну, по фокус, естественно, мы вам пока ничего настраивать не сможем, так как камера смотрит в сумку. Вот, как видите, камера видеоформат PAL, разрешение 720 на 576, 25 кадров в секунду. В принципе, в онлайне сразу начинает показывать. То есть аналоговую камеру мы считали вполне очень быстро. Перейдем к Praxis гибридному. Включаем наши два кабеля. Сейчас мы уже запустимся от устройства 12 вольт. Что мы видим? Мы видим, что камера сразу определила о том, что она работает в режиме HD CVI с разрешением Full HD 25 кадров в секунду. HD CVI режим. Попробуем сделать небольшой эксперимент. Переключить джойстиком нашу камеру, к примеру, режим AHD. Смотрим, что происходит. Зажимаем кнопку верхнее положение. Камера переключилась в AHD. HD CVI режим пропал. И камера перенастроилась автоматическим обнаружением на режим HD. Как мы видим, гибридная камера может работать в режимах CVI, HD. Ради интереса перейдем в обычный аналог, что получится. Нажимаем TVI. HD TVI режим, Full HD, 25 кадров, то есть третий режим. Эта камера работает в трех режимах, и 3 режима мы спокойно прочитали телевизором. Как видите, режим проверки аналоговых и гибридных камер также прошел у нас на все 5 баллов. Следующая наша вкладка — это Network Tools. Немножко дублируются вкладки Anviv Test и Network Tools в плане сетевых настроек. Рассмотрим, как настраивать сеть в этой вкладочке. Сейчас мы подключились к обычной локальной сети. Вот у нас уже устройство получило какой-то динамический адрес. И сразу же мы можем здесь сделать запустить некоторые утилиты для проверки сети. Здесь мы можем настроить наш IP-адрес. На данный момент он динамический, уже получен от сервера DHCP. И также мы здесь можем подключиться к Wi-Fi. Эту вкладку мы с вами уже видели. Тут такого ничего для вас нового не будет. Следующий момент. Мы можем проверить все компьютеры, находящиеся в рамках нашей подсети. Так называемый list subnet, список подсети. Нажимаем Start. И пошло сканирование всех наших устройств, находящихся в нашей подсеточке. То есть все вполне удобно. Следующий момент. Останавливаем. Настройка SNIF. Эта настройка — это анализатор трафика, который может нам давать, где какое устройство, какой трафик может идти в рамках данной подсети с данными устройствами. На ней не будем особо останавливаться. И третья настройка, наверное, самая
третья настройка, наверное, самая удобная для нас, это пинг, так называемый. В настройке пинг мы всегда можем указать любой IP-адрес нас, который интересует. Не обязательно даже в рамках данной подсети. И спокойно его пропинговать. Как видите, вот пошел пинг на определенный адрес. Значит, устройство его пингует хорошо. Здесь у нас есть график по количеству миллисекунд отклика. Каждые там 5 секунд. И диаграмма логарифмическая по времени, как у нас происходит пинг данного сервера. То есть вот с ним все хорошо. Сейчас попробуем адрес какой-нибудь посложнее для нашего устройства, который находится явно подальше от нашего устройства, чем предыдущий. Вот, как видите, тут уже не так все красиво и весело. То есть устройство опрашивается и идет счетчик пингов. Дальше мы всегда можем наши показания сделать в виде отчета. Generate Report. Все, он у нас сохранился на памяти, потом мы можем всегда ее перекинуть через USB порты на наш компьютер или ноутбук или какое-то другое устройство. И еще одна сетевая настроечка, это Wi-Fi RF Tools. Здесь такой нормальный инструмент по Wi-Fi. Мы сейчас видим две шкалы. Первая это частотная шкала по усилению, какие у нас есть сигналы. Видим слабый сигнал, какие-то шумы есть. И мы видим спектральную шкалу, где мы видим наши Wi-Fi сиды. То есть синий, это очевидно около нас находится, эти два боковые это не наши каналы, то есть разбито по каналам. Инструмент такой серьезный, но на самом деле вряд ли будете его использовать, потому что Wi-Fi он настраивается один раз и больше его в принципе трогать не надо. Но тем не менее он здесь есть, поэтому нужно будет использовать его. Еще один режим устройства это тест кабеля. У нас есть два порта RJ45. Не перепутайте. Этот порт выдает питание POE, а зеленый порт принимает питание POE от POE устройства и может заряжать наш тестер. То есть обязательно ничего не спалите, это очень важно. Дальше. Проверять кабель можно в любом из этих двух портов, если к нему не подключено никакое другое устройство. Что мы сейчас попробуем? Возьмем небольшой, ну как небольшой, такой себе кусочек кабеля, кабель RDM 6 категории, такой не самый последний. Я обжал его один конец. Сейчас мы вставим, к примеру, в синий порт и нажмем тест. Здесь порт. Как видите, тестер проверил все жилы и померил длину каждой пары. Ну, в принципе, если мы сейчас посмотрим по длине кабеля по меткам, 32-33 метра, так оно и получится. Поэтому мерит он хорошо. При этом обратите внимание, пишет, что кабель, длина мерится актуально только если он длиннее, чем 10 метров. Если мы вставим сюда какой-нибудь маленький патчкорд, то, возможно, у нас будут какие-то сбои. Так, давайте посмотрим. Тест здесь порт. Вот, у нас 2-метровый патчкорд. Ну, как видите, на маленькую длину разброс будет очень большой. От 1,7 до 2,3 метра. Поэтому целостность кабеля проверить вы можете. Длину уже будет сложнее. Следующий момент. Мы всегда можем включить наш патчкорд в какое-то устройство. Например, там другой коммутатор, не POE. И этот тест определит частоту, точнее скорость. Этот тест определит скорость 1 гигабит и покажет нам, правильно ли обжат кабель. Как видите, данный кабель обжат отлично. Ну, это на самом деле заводской патчкорд Rachel de Massari, поэтому на них грешить нет смысла. То есть, помимо того, что он меряет длину, он еще меряет правильное обжатие этого кабеля. Также вы можете этот тестер использовать в случае, если вы где-то порезали или повредили кабель, длинный кабель, и вам нужно найти,
его место его обрыва. Возвращаемся к нашему 30-метровому кабелю, меряем длину. А сейчас сделаем такую небольшую пакость. Одну жилу, бело-зеленую мы сейчас откусили. Нажимаем тест и смотрим, что произошло. Произошло то, что у нас на расстоянии 20 сантиметров, где-то так оно и есть, пара синяя и бело-зеленая у нас перекушена. Как видите, обрыв на 20 сантиметров. То есть тестер всегда вам определит, на какой приблизительной длине у вас обрыв кабеля. Вот, как видим, тестер очень хороший. Также можем второй порт проверить. Ничего не должно меняться. Видите, та же самая информация. Поэтому этот раздел нашего меню также сработал отлично. Следующая вкладка Playback. Вкладочка, где у нас хранятся все наши сохраненные отчеты, видео и скриншоты. То есть тут у нас обычный такой проводник файлов, в котором будет находиться видео или другие файлики, которые вы всегда можете скачать потом с помощью USB порта, подключенного к компьютеру. Здесь ничего сложного нету. Дальше. Data Monitor. Эта вкладка проверяет устройство, если в нем есть какой-то интерфейс RS485. Давайте зайдем, посмотрим, что здесь есть. Тут как бы все просто. Ставите частоту в бодах, ставите длину и нажимаете старт. А мы попытаемся проверить, подключиться к RS485 интерфейсу на каком-нибудь, к примеру, видеорегистратор. У них есть такие выходы. Есть такой в комплектике у нас шнур специально для подключения. Вот мы уже кабель протянули, накинули. Подключаем его сюда. Так, и включаем регистратор. Включили регистратор. И вот у нас уже пошел какой-то обмен информацией. Но я, слава богу, машинный код не знаю, поэтому могу лишь только сказать, что регистратор какую-то информацию выдает. И вот поэтому можем проверить, работает он или не работает. Как видите, RS485, данная ветка, она рабочая. И так мы можем проверять вообще работоспособность какого-то устройства, которое передает сигнал по данному интерфейсу. Ну, вряд ли он где-то вам будет сильно так нужен. Но, к примеру, тоже охрана сигнализации или в устройствах ввода-вывода дата монитора вам может понадобиться. Следующая настройка — это сигнал-генератор. Для чего он используется? Он нам нужен для того, чтобы взять любое устройство отображения видеосигнала, какой-либо телевизор, монитор, ЖК-панель, подать на нее сигнал и проверить, как она будет работать на входе. Мы можем подать сигнал или через BNC out видео, или через сигнал через кабель HDMI. То есть, чтобы проверить какой-то монитор, к примеру, мы подключаем HDMI кабелем к нему устройство, подаем output видео и выставляем разрешение и фреймрейт. И проверяем, как он отображает наш шаблон output видео. Все просто, настройка больше нужна телемастерам, но никак не специалистам по системам безопасности, как мы. Наш следующий режим работы — это режим проверки оптических кабелей. Сейчас у нас, к сожалению, кабеля какого-то на проверке нету. Но в этом режиме вы всегда можете с помощью нашего оптического разъема и переходников к нему, такие вот у нас есть в комплекте, подключить какую-то определенную длину оптического кабеля и произвести его замеры. То есть, по сути, тестер выполняет в этом режиме функцию рефлектометра. То есть меряет всю длину кабеля, и на определенной длине он показывает, есть ли какое-то либо отражение. Мы это все можем сделать в 6 режимах разной длины волны и мерить наше затухание в децибелах или в милливаттах. Вот, поэтому проверить мы не сможем, к сожалению, извините, но такая функция в тестере имеется. Следующая наша функция — это цифровой авометр. У нас есть щупы, и у нас есть на нижней части тестера
разъемы, земля, вольтметр, омметр и миллиамперметр. Мы, в принципе, можем сюда включиться данными щупами и проверить напряжение, ток, сопротивление. Также можем проверить какую-то емкость, диод или катушку индуктивности. Давайте, например, мы посмотрим 220 вольт в розетке. Вот наш тестер показывает, что в розетке у нас 0,236 киловольт, то есть 236 вольт. При этом он также выполняет функцию осциллографа. Вот наша синусоида. Как видите, отображена вот здесь. То есть прибор, помимо функции обычного вольтметра, амперметра, также может выполнять функцию и осциллографа. Еще раз пройдемся по устройствам. DC вольтаж — это постоянное напряжение, AC переменное, также ток переменный, постоянный. Обязательно, когда будете мерить ток, не забывайте менять щуп на это гнездо. Ну, я надеюсь, вы помните, что ток мерится у нас последовательно, а не параллельно, как некоторые пытаются делать. Также мы можем здесь померить сопротивление. Ну, к примеру, давайте я вот померю свое сопротивление. Ну, несколько мегаом, в принципе, ожидаемо. И тут же пишется, опять же, график сопротивления по времени. Здесь мы можем померить емкость, диоды, то есть PN-переход. В одну сторону звонится, в другую нет, если вы помните. И катушку индуктивности. То есть такой себе небольшой, приличный ампер-вольт-ом-метр с возможностью просмотра какого-то сигнала. Например, можем проверить, есть такой небольшой у нас тестер, подать на него прямоугольный сигнал и посмотреть, что будет у нас на осциллографе. Вот мы видим прямоугольный сигнал, поданный с нашего генератора. И наше устройство в режиме AC Voltage спокойно меряет этот сигнал напряжения прямоугольное и показывает эпюру напряжения этого. То есть вполне осциллограф такой, хоть и цифровой, но бойко работает и показывает нам какие-то типы сигналов. Вот, на этом, в принципе, с этим режимом все. Ну, емкость диода мы вам не будем проверять, поэтому это может затянуться. Поэтому будем считать, что здесь этот режим Digital Multimeter очень такой достойный и хороший. И последняя вкладка нашего меню — это, собственно, сетап, настройки. Здесь мы можем обновить прошивку нашего тестера. Ну, пока мы этого делать не будем, он пока новый, спасибо, не надо. Здесь мы можем поставить какую-то системную информацию и вставить USB какой-то диск для настройки или перепрошивки. Мы можем выбрать интерфейс нашего меню. И, как видите, есть русский, но мы, как инженеры, вам, честно говоря, не советуем использовать данный русский-китайский в вашей работе. Вот, потому что перевод оставляет желать лучшего, и все термины сетевые вы лучше будете знать на английском языке. Вот, к примеру, тест, муляж видеокамеры смягчающий, может быть, только тестируется на кабеле более чем на 10 метров. То есть, очевидно, это переводчики с Алиэкспресса. Вот еще такие вот интересные вещи, как обонятельное обнаружение. Посмеялись и хватит. Поэтому ставим дальше английский язык. Есть режим автовыключения. То есть, если вы оставили его включенным, он потом выключится. Здесь сейчас 30 минут. Здесь вы можете включить звук клавиш. В принципе, режим такой себе, не очень нужный. Но бывает, когда вы вводите пароли на IP-шные камеры, он вам помогает при вводе определенного количества символов. То есть, ну, мы его выключим. Системное время, системная дата. На этом все. В принципе, все по возможности вам все рассказали. За редким исключением, кроме оптики и RS485. Очень крутое устройство. Пока новое работает идеально. Посмотрим, что оно будет дальше. Поэтому пока мы можем только его вам рекомендовать к использованию. В работе с видеонаблюдением, с сетевыми всякими настройками, системы SCUD, сигнализации, да и просто в работе любого там электроника или инженер-радиотехника.
На этом все. Спасибо за внимание. До свидания.